Раз, два, три. И всем привет! Вы на канале Польза Стримы, и здесь только подробные стримы с целью сэкономить вам средства. Это у меня Nubia Z70 Ultra, притом по неясным мне причинам, мне кажется, что у меня глобалка, потому что в настройках как раз все на русском языке, это раз. А два, в телефоне то же самое, вроде бы похоже на русскую прошивку. Но... Точнее, не русскую прошивку, а прошивку с русским языком. Не забываем подписаться на канал с колоколом. Напоминаю, что здесь в первую очередь у нас это способ пообщаться. Я здесь рассказываю вам о железках, о планах, о том, что, допустим, сейчас у меня гоняется Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro. И вполне возможно, подобные вещи будут вам интересны. Почему? Потому что мало кто рассказывает о подобных штуках. Если говорить об экране, мы сразу запоминаем 820 люксов, стрим будет недолгий, почему вы поймете. И потому что это ZTE, потому что это третий эшелон, и сказать мягко, что мне абсолютно бесконечно все равно, что здесь каким-то образом урезали сенсор, это полбеды. Рассказывать про третий эшелон, а это, ну ладно, второй эшелон, чтобы не обидеть перекупов, довольно просто, еще проще какие-то выводы делать. Но мы к этому подойдем постепенно и сразу, как-то заманивая, обзор на него будет завтра, сравнивать я его буду с Oppo Find X8 Pro. Я не знаю, зачем я придумал это избиение, у меня сначала была идея другая, с 14T каким-нибудь сравнить, потом я подумал, что это оскорбит чувства тех, кто потратил на это дело больше 50 тысяч рублей. Я говорю про ZTE. И еще раз повторяюсь, основной канал Польза.нет. Если у вас есть желание потратить деньги на железку, не приходите, пожалуйста, на этот канал, потому что вот рекламные слоганы там и 35 миллиметров, ультраширик прямо на 13 миллиметров, там на кого-то нападали, что он сказал, что 15, а какого лешего в программе там 15 миллиметров в стоке. То есть ты заходишь в камеру, он у тебя ультраширик включает на 15 миллиметров. Да, его можно дальше прокрутить до 13 миллиметров, но это бред вообще. Там то, как переключаются модули, вы увидите и в обзоре тоже. И, наверное, вот так. Огромное спасибо всем, кто пришел. Не забываем прожать лайк. Основной канал. Полноценный контент. Здесь пообщаться. Допустим, я расскажу вам, что я 33 дня не пил кофе. Сегодня сделал двойной эспрессо в своей волшебной кофемашине, пил кофе 20 с лишним лет, и я не смог его выпить вообще. То есть я чуть-чуть пригубил в прямом смысле, и теперь я мало того, что не пью, не курю, не употребляю, там, не употреблял никогда запрещенные вещества, а не пью я не 15 лет, теперь я еще и кофе не пью. То есть это какая-то вообще жесть. Это я расстраиваюсь, я постараюсь себя приучать все равно хотя бы по одной чашке эспрессо утром, потому что так совсем грустно. Но сахару люблю, хотя бы к сладкому вернулся, и то неплохо. Это из жизни блогера. Если говорить про железки, в планах у меня, повторяюсь, Redmi Note 14 Pro, который 5G, напоминаю, китайский я еще обозревал в декабре, в ноябре, по-моему, даже. Вот, сейчас глобальный обрезанный, урезанный. Пришел мне четвертый цвет Poco X7 Pro. Наверное, сделаю обзор в 4 цветах. Плюс надо дождаться новой прошивки. Короче, хочу дождаться новой прошивки и потом сделать Poco X7 Pro в 4 цветах. Как понять, кино не будет? Я не знаю, чего вылет был. Напишите, как стрим, потому что я себя вижу волшебно. Ну, в плане не я волшебная, а картинка без проблем. Если есть претензии, то же самое пишем. Проблемы с уведомлением, разумеется, будет, но это глобалка, к слову. Олег Игоревич, вы лучше напишите по поводу Oppo продавцам, потому что я не продаю данные смартфоны. Oppo K12 у меня блокировался. То есть, если вы приходите сюда, чтобы вас успокоили, это просто не то место. Я говорю, есть каналы, у которых есть там друзья серовозы, они сами по себе серовозы. Вот туда надо идти и спрашивать, что будет ли все хорошо. И я вам могу рассказать только, как у меня было. OnePlus блокировались, поэтому я S5 Pro не буду брать. Я купил S3 Pro, он у меня не обновлял прошивку. То есть там заводская, инженерная была. Инженерная прошивка, в общем, проще говоря, которую не обновить, но смартфон разблокирован. Кстати, он у меня может сгореть. Хорошо, что я сделал весь подсъем. Сейчас вы поймете, почему. То есть это уровень печки
Но его хотя бы додумались, никто не закупал в этот раз. В прошлый раз блогеры закупили это дело. Артем, спасибо. Премьер, привет. Ирина, привет. Михаил, привет. Вася, привет. Вася, мы не говорим эти 3 буквы. Но по-русски можно, наверное, написать. Надо придумать аббревиатуру. Вам привет недавно. Вам привет недавно может работать везде. И на всем. А почему он у вас что-то без... Там, наверное, оператор другой просто, и все. Посоветуйте, пожалуйста, телефон, который хорошо фотографирует и снимает видео на андроиде. Их очень много. Топ-10 смартфонов по видеосъемке на канале Польза.нет. Вы можете прям вбить топ-10 смартфонов для видеосъемки. Апоссум, привет. Света, привет. Black Wolfson недавно проверял в играх OnePlus 12. Хорошо. Ну, хорошо, что он лучше стал работать. Плохо бы было, если бы он хуже стал работать, правильно? Вот. Желание делать, ну, чтобы вы понимали, желание делать на обзор этого смарта у меня меньше, чем на Oppo. На Oppo X7 Pro, на Xiaomi 15, я перечисляю, что у меня на руках. Xiaomi 15 Pro. Ну что, спалить? Ладно. Honor GT, Huawei 12i, потом Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14 Pro 5G. Мне, кстати, они с подарками пришли. Я покупал в числе первых, потому что они мало кому нужны здесь. И Redmi Note 14 Pro плюс 5G. Какие еще у меня смартфоны? Magic 7. В общем, все интересней, но Nubia безумно, бесконечно, бесполезно и непонятно для меня является стопроцентным выбором всех девушек, у которых я здесь спрашивал, на что бы они хотели видеть фотографии. Да, я не добавляю портреты, это принцип такой. Может быть, я буду добавлять портреты в личной телеге, потому что мне кажется, что портреты... Без разницы кого, для там, женщин, у меня их там 5% аудитории. Вряд ли мужские портреты бы продавали смартфоны. Но, в общем, женские портреты, они в каком-то смысле продают смартфоны. И к чему это все? К тому, что портреты на Z70 Ultra были настолько всегда хороши, что у меня его просили там временно поюзать. Вот. И выборка довольно большая. То есть, проще говоря, я не знаю почему. Я знаю, почему он классный. Но я не знаю, почему его выбирают, так как он врет с цветами, что в видео, что в фото. Но вот эта вот штука, она каким-то магическим образом воздействует на восприятие фотографии именно женщин. Я не знаю почему. А как может быть с Honor GT с уведомлениями, если он китайский? Обзоры уже были на YouTube. Вот когда у меня будет обзор, тогда и спросите. Александр, Nubia дичь, обзоры делать не хотел. Командин Андрей держал в руках. Ничего не понял, кто там Андрей но я, в общем, вот так вот сделаю. Как вам телефон Overprice, Михаил Филин? Но они очень хорошо подогрели деньгами DxOMark, поэтому все хорошо и у Huawei, и у Honor. Опять же, мое субъективное мнение. Оценочное суждение. Разумеется, вы не должны, не то что не должны, вам вообще должно быть все равно по поводу фотографии и моей оценки фотовозможностей, потому что я, допустим, на этот смарт выгрузил 200 исходников и в миниатюре специально отдельно тоже выгрузил. Там премьер-министр не с огромным «но», там 550 тысяч «но», и они все огромные. Симон Голд, я даже не хочу спрашивать, чем он понравился, потому что второй эшелон покупать за такие деньги, это нужно очень любить бренд ZTE, который вообще премьер, ну как бы, вот это то место, в котором
Если у тебя хоть раз был в руках премиальный бренд, это Vivo, Oppo, даже Honor, после них ZTE будет из разряда чего? Не $200? Вот примерно вот так. Но, если вам это нравится, это хорошо. Потому что, ну, как бы кому-то реально нравится отечественный автопром, кто может Porsche купить. С другой стороны, если бы Porsche стоил так же, как Niva, это вопросов бы не было. Это было бы странно. Вот как раз в смартфонах Nubia не стоит дешево. Почему вы выбираете именно ее, это вопрос. Но, я повторяюсь, я знаю людей, которые выбирают ее. Но это девушки. Если вам фотографировать девушек, вполне возможно, это очень даже неплохой вариант. Сейчас я разверну лампу, потому что какая-то дичь. Хотя, может быть, будет еще большая дичь с лампой. Не будет. Или будет. iQOO это премиальный бренд, конечно, это BBK. Смотрите, у BBK была иерархия. Vivo сделали iQOO. iQOO игровые смартфоны а-ля. Ну, Vivo это прям супер премиум. И отделились от них Oppo, Realme и OnePlus. Вершина пищевой цепочки у них Vivo. Саша, а ты еще не спрашивал, о чем я тебя спросил? Ты, Вален, спрашивал по поводу лимитки от OnePlus, ее не будет. Не то, что не будет, нет информации. Потому что свежий OnePlus 13, так помимо OnePlus 13R существует бешеное количество смартфонов, а 13R вы покупаете китайский же ZTE. Так вот, 13R это то же самое, что Ace 5. Ace 5 стоит 38 тысяч. Вы купили Z70 Ultra за 38 тысяч китайский, ну, вы купили боль вместо глобалки. И даже учитывая, что два китайца, я не знаю, по какой причине можно брать Nubia. Нулевая оптимизация, ужасная камера. Безумно там, не знаю, сразу царапается корпус моментально. Z60 Ultra у меня утонул. Я думаю, этот тоже утонет, хотя у него защита от влаги есть. Но мне надо доделать обзор. В чем проигрывает? Вот это меня вообще убивает. Какие у вас были смартфоны до этого? У вас был хоть раз бренд в руках? Вы понимаете, что тот же Nord 4 ты берешь и юзаешь, и, допустим, не знаю, какой там взять. Да даже Nubia. Nubia это жесть. Даже относительно 14T это жесть. Во всем. И экран желтит, и фронталка ужасная. И с цветами врет вообще во всех режимах. И перегревается. Очумевшая лопата. Ну, в общем, ну, как бы, в чем плюсы Nubia? Можете мне рассказать, я, может, не в курсе. ZTE. У вас ассоциации бренд ZTE это премиум, я правильно понимаю? Ну, посмотрим, если Валенс Руссо у них будет лимитка, я, наверное, куплю. Black Wolfson, я так же, как ты, буду покупать у серовозов эти Samsung. Пока ноль информации. Ну что, первый прогон есть. Насколько, вы думаете, он упал? Он упал ниже, чем гипотетически возможно упасть. 249, 247 люксов. То есть ниже у нас никто не показывал. Так, я сейчас вот так сделаю, чтобы у нас появилась... А где полемика? Где полемика по поводу OnePlus? Или человек ушел? Я же открыт к диалогу. Даже не баню. Очень интересно, что человек скажет. Какие аргументы в пользу Nubia? У нее даже ее продавцы уже перестали за нее люто топить. Во, все. Через кабель зашибись. Вот так. Кондиционер включен. Oppo, Vivo, OnePlus, Realme
и Айку потом. Как у кого день? Не забываем прожать лайк, все, кто пришел. Мне кажется, у меня не все ставят сообщения, как всегда. Да. Тотально плохо. Я даже больше вам скажу, я вам покажу отклик экрана здесь. Вы такого дна не видели нигде. 4 пальца. Я еле-еле завел 7 для ролика. То есть, это уровень редмиков, вот этих вот, помните, полумертвых, которые там А2, А3 серии. Вот это примерно такой же экран. Интроверты, я вот по поводу, еще раз, если вы дети, вот написано донат, что лучше только через него. Это не для того, чтобы вы кидали донаты, а для того, чтобы не задавали глупые вопросы. То есть вы задаете, когда сравнение двух устройств, глупый вопрос. Почему он глупый? Потому что я делаю топ-10 смартфонов на канале. Вы смотрите его, и там мое мнение. Запихивать туда смартфоны, которых там, может, не будет, я не собираюсь. Вам что сравнивать? Вы реально не можете спеки сами открыть или мои обзоры посмотреть? Фиолетовая лампа. Нет, я цветов не... Здесь не надо выращивать цветы. Бесит? Ну, давай по-другому сделаю с лампой. Если лампа бесит, значит лампу надо передвинуть. Если лампу передвинуть, может быть, будет лучше. Вот так лучше? Опоссум, все для тебя. Нет, я просто почему-то фиолетовый цвет, фиолетовый. Он когда-то модный был на ютубе. Ghost, так их море. Ифа, допустим. Ну, как понять подвальные? Они просто экономные. Текно, Infinix. Но они больше африканские даже, чем китайские. Ну, потому что они лидеры в Африке. Tencent. Потому что много-много тапиков продают дешевых. Камера на уровне... Вот за мат, Саймон Гол, вы будете в следующий раз забанены. Старайтесь, пожалуйста, писать хорошо. Второй момент. Я очень рад, если для вас камера имба. И я очень расстроен одновременно, потому что более днищенской камеры я не встречал в принципе. Опять же, если вам необходимо что-то кому-то доказать, то, конечно, вы выберете правильные ракурсы, ваша постановочная фотография будет топ. А так, зайдите в мою личную телегу, посмотрите, как здесь стабилизатор работает при фото. Посмотрите, как он углы мылит. Посмотрите, как вообще он, цветопередача у него дно. Но, опять же, вы это не увидите, это я вам говорю. В видео посмотрите, как он снимает у меня в ролике. Валенс, да все норм. Мы Нубия, здесь нужна распашонка. Так что, если вы хотите написать по поводу того, что вам не нужна фронталка, это экспертное ваше мнение, в принципе, принимается. Из того, что вы выбирали, я понял, что вы выбирали камерафон между OnePlus 13R, который вообще к камерам имеет такое отношение, но уровень ваших познаний, в принципе, топ. 13R, то есть вы выбираете в камерафонах OnePlus 13R или Nubia Z70 Ultra. А то, что S24 Ultra ушатал, ну, однозначно, да. Это сарказм, если что. Нет, я не буду покупать 77 Pro. Скорее всего, 99%. Это выброшенные деньги, я его не продам потом. Увидишь, премьер-министр? Но там будет просто не то, что унижение, там будет уничтожение просто. Кстати, надо было, да, и правда, ну, видишь, S24 Ultra старенький уже. Сейчас 25-й выйдет. Андрей, а с чего они умрут? Они с яблоком в мировом топе по продажам смартфонов. Я говорю, вот народ фейковых новостей. Вы понимаете, вот, допустим, даже у меня пытаются продать, точнее, купить фейковые новости. Какие-то бренды, особенно китайские. Что ты должен разместить, что новость, их больше всего продают. Это называется нативная реклама. Где продают больше вам? В Зимбабве, еще где-то, там, не знаю, в Нигерии, Чад, там,
Парагвай, вот где там продают больше смартфонов, я не знаю каких-то, скорее всего, тапиков Tencent. Вот то же самое, поддельные, реально это поддельные данные из Поднебесной, потому что без ссылок, без всего пытаются выкинуть за реальные, а когда ты смотришь мировой топ, там всех нагибает, как и нагибал Apple, вместе с Samsung. С чего они загнутся, я не знаю, в каком вымышленном мире. В каком ролике я говорю, Саймон Год? Еще раз, вы можете выбирать, я просто понимаю ваш уровень профессионального взгляда, если вы считаете камерафоном 13R OnePlus, и вы выбираете из него и из ZTE Nubia Z60 Ultra. Ну, как бы все, занавес. То есть, ну, как бы это вот так вот, все, закрыли. Мы тему закрыли, я вас понял. Я бы на ваше мнение, мягко скажем, не ориентировался. Что за социальная инженерия? Кроме бега есть брусья и турник в жизни. Ты про что? Очень много вранья по поводу сравнений смартфонов вообще во всех сайтах. Да, социальная инженерия. То есть из разряда того, если вас интересует что-то купить, смотрите мировые рейтинги. Не ведитесь вы на разводняк серовозов. Серовозы, когда покупают из Зимбабве, будут вам статистику Зимбабве давать. Покупают из Китая, у которых свои сервисы, свои особенности, свои сети, свои бенды, свои агрегации частот. Разумеется, они будут вам втирать дичь оттуда. В зависимости от того, откуда они продают. Вас мировой рынок интересовать должен и ваш рынок. Все. Григорий, пожалуйста. Да Nubia там вообще печка уже. 144 Гц зато. Ёшки, в руки невозможно взять. 47, 46. Здесь норм. Тыльная часть норм. А вот лицевая нет. 46, 47,4. 47,7, 47,8. Ну, нормально. Без чехла норм. Доживет он у меня до завтра, до обзора. Чтобы умер Samsung, нужно перестать продавать камеры, процессоры, военную технику. Да, премьер-министр, это, говорю, это серовозы разгоняют. Я не знаю, зачем на моих ресурсах разгонять эту тему. Я сам делаю обзоры постоянно на китайские смарты. Без них у меня бы не было контента. Да, Кларк, только у Рокфона есть еще теплоотведение, он не сбрасывал яркость, да? Мелочь-то какая. Если бы еще этот яркость также не сбрасывал, было бы круто. Но он яркость сбрасывает. Нет, Red Magic 10 Pro я купил, но пока не тестировал, и это не впереди. Не задача первая. В Узбекистане нет проблем про брендах. В агрегации частот, сейчас скажут, это фейк. Я уже сказал, что все вопросы, что лучше, через донат, поэтому забудьте о них. Просто не задавайте эти вопросы, формулируя так. Это как защита, это реально защита от детей идеальная, потому что они постепенно пропадают. Хотя дети, опять же, потом начинают писать в чатах, он отвечает на вопросы, что лучше, только через донат. Нет, я вообще не хочу этих вопросов, и все. Ghost, Vivo и Pixel им не платят просто. А если вы не знаете, Honor, Huawei им заносят за то, чтобы они помогали настраивать камеры, а потом они каким-то магическим образом попадают на верхние строчки. Игорь Сарев, какая активность помимо бега? Лучше бега, плавание. Саня, и к чему это? Есть ли Вик ОС 5? Хорошо. За 72 тысячи можно X200 Pro купить и X7 Ultra. Я не знаю, что такое 72 тысячи.
Айку пока не блокируют, но это опять же один из бывших брендов BBK. BBK блокирует и OnePlus китайские, и Oppo, и Realme. У вас он... Айку в принципе не блокировался, по-моему. Потому что ZTE, Артем, поэтому не получается у них. Хотя все относительно, опять же. Напоминаю, что это максимально непопулярный смартфон. Популярным он быть не может. И все. Валенс Рус, ты про что? Саня, да какая разница, он есть или нет? Ну, Z9 тоже не был в глобалке, потом появился. О чем вы хотите подискутировать со мной? Если вы хотите, чтобы вам кто-то дал гарантию, что Айку не будут блочить, это не ко мне. Кто продавал, пусть вам и дает гарантию. Пока не блочили. Но также пока Realme не блочили, потом начали блочить. Oppo не блочили, начали блочить. OnePlus не блочили, начали блочить. То есть это просто вопрос времени. Винсент, ну какая-то есть все равно. Есть обзоры на Рокфоны, ты там можешь узнать WTF мнение. Рутто. Хорошо, Рутто. Ну, с другой стороны, видите, 47 и 7 максимум было. Ладно, нормально. А вот с яркостью, вот говорю, когда говорите про, опять же, температуру, да, а яркость 230 люксов, и это хуже некуда. Стабильно плохо. Эй, Джей, привет. Жесть, Алекс. Потому что кризис этих компаний, если скажешь, что лучше, потому не хочешь сказать. Нет. Я просто считаю, что люди, которые интересуются техникой, у них есть мозг. Если у тебя есть мозг, то ты знаешь, что для тебя лучше из двух брендов. Если тебя интересует мое мнение, то я делаю раз в 3 месяца топы. И все. Если тебя мое мнение не интересует, а ты просто ставишь мне из разряда «тебе зеленое или кислое лучше?» Почему я должен тебе отвечать? Я могу поговорить про отдельную железку, про отдельные ее минусы и плюсы. Александр, не скоро. В феврале, может, или... Ну вот, видите, в Эрке. Валерий Вал. Вот именно и да не поэтому даже, я говорю, я S3 Pro, когда купил, он до сих пор не продан. Притом там его за копейки пытаются продать. Ну, покупать устройство, которое не обновляется, такое себе. А которое обновляется и, возможно, блокировка, тоже не особая радость. Спасибо большое, вы заблокированы. Будете вспоминать площадки, будете заблочены. Вот так и теряются зрители. Валенс Рута завтра. Скорее всего, я осилю. Завтра, послезавтра. Логотип есть. Ратик, то есть сколько я получал? Я стал получать монетизации в 6 раз больше, ее никто не отобрал. У политических блогеров монетизация выросла в 7 раз больше. Кто вам эту пургу гонит, что монетизации нет? Ты даже можешь зайти на любой сайт, на любой AdSense, Индонезии, Китая, там, не знаю, Парагвая, создать AdSense, подключить монетизацию и получать деньги. Вы чего? Кто вам такую пургу? Просто из-за блокировки монетизация стала. То есть те, кто получали $1000, стали получать $4000 в техносегменте. Те, кто получал вот политики, они там получали 6000, теперь они получают в 7 раз больше, 42 примерно. Они же не заметили вы вот эти новостные? Я не поддерживаю вообще политику, я бы ее в принципе вырезал бы вообще на всех платформах, кроме телевизора. Оставил бы только там. Но все, кто ноют, что говорят, у них кончились деньги, они не то, что вам врут, они просто лютейшим образом врут.
То есть технически вам одни сказали, мы их заблокируем, скорее всего договорились с этими, чтобы они давали им откаты, заблокировали, через 3 буквы теперь их смотрят, и они получили в 7 раз большую монетизацию, потому что они ее в принципе не получали до того момента, пока не надо было что-то включать для того, чтобы их смотреть. Так что это ход конем просто. Вот. И все. То есть теперь весь контент, что смотрят у чуваков, у которых должны все были перестали смотреть, теперь оплачивается. Так же, как и у меня. У меня монетизация выросла в 6 раз. И растет все еще. Вот так. Я не понимаю, вы реально, что ли, не понимаете, как это работает? Это разводняк. Ну, то есть, новостное поле, не вранье, это только деньги. Еще раз повторяю. Моя монетизация была вот такая, стала вот такая. Все, кто занимались новостями и политикой, была монетизация вот такая, а стала вот такая. Понимаете? Потому что, это математика. То есть раньше их смотрели без рекламы, теперь их миллионы смотрят с рекламой. Потому что те миллионы, которые их смотрели, или сотни тысяч, или боты, они смотрели их все без рекламы. Вот. Такие смешные. Любой из вас может сделать AdSense кошелек для YouTube в любой стране, чуть-чуть включив мозг. И выводить бабки. Монетизация увеличилась в разы у всех. Когда вам говорят обратное, без разницы какая из сторон, они вам врут. Шипс Диман. Не-не-не, я про деньги только. Вообще про деньги. Саня, не-не-не, там просто ВК я очень начал, кстати, уважать. Они как Netflix и все вместе взято. То есть вы можете смотреть фильмы, там просто фильмы. Вот он трафик, я уверен, что у них есть трафик. Нет, Александр, никак не влияет политика на технику. Не во всех странах. Вот это тоже общее заблуждение. Даже русскоговорящий мир, по разным подсчетам, от 250 миллионов-300. В России 140. Даже элементарной математикой половина носителей русского языка живет за пределами Российской Федерации. Как минимум. Вот. Или владеющий русским языком. 5-й по объемам, это как раз из разряда на YouTube вырежут русский. Может быть, но это 5-й по объему язык. Вы представляете, 5-й по объему населения в мире. Да, понятно, там хинди, китайский язык, нереальное количество людей знают. Но так-то это очень много людей. Притом людей, которые практически все пользуются интернетом в той или иной форме. У меня нет выходных Black Wolves. Всегда Apple Watch. Не пользуюсь вообще, только для подсъемов, чтобы писали, что вот тупенький ты. То есть Том объявили. Еще раз, не существует... Нет, вы, наверное, просто не совсем понимаете. Допустим, вот по поводу аудитории, разгон под платную телегу, она у меня будет, там будет 3 человека, 3. Насчет платной, у меня были платные подписчики на YouTube 3 года назад. У меня был Boosty, и есть там, кстати, кто-то из платных есть. Просто я хочу это концентрировать в телегу, и вот там я буду расписывать по поводу ощущений. Я вам скажу, что из стран, в которых я был, самое политизированное, это, конечно, Саудовская Аравия. Ой, нет, Эмираты. Вот в Эмиратах у меня ощущение было, как будто надо мной 10 полицейских стоят всегда, даже когда я был в туалете. Я просто это очень хорошо ощущаю, так как 20 лет служил, 19 лет и 7 месяцев. И когда я вам рассказываю про такие, допустим, моменты, про деньги, я рассказываю вам про деньги. Это ни в коем случае, я безумно благодарен тем, кто сделали мне монетизацию выше. Просто люди, которые приходят на YouTube и не знают о том, что... а блогеры, видите, это скрывают. То есть, вы понимаете, что вот эти вот чуваки, которые, опять же, не все делают плохое, но в основном политика грязная тема, неважно в какой стороне. В какой стороне, даже не про страны. Так же, как с экономикой. Там 24/7 у всех дефолты, у всех гиперинфляция, у всех еще что-то. 24/7. Во всех странах, кстати, такие же проблемы. Там в Турции, когда был, я каждый раз, когда туда летал последние 4 года, мне стабильно попадаются где-то в магазинах люди, которые рассказывают, что у них гиперинфляция, им там вообще кирдык.
А на Ютьюбе народ рассказывает, как у них очуменно справляются с экономикой. А народ ходит с тапиками реально. То есть электроника там стоит в 2 раза дороже, и интернет не фонтанный, и я не скажу, что они супер... То есть это все... Или как у меня друг летал в Сингапур, Владимир, очень хороший друг, и у него фотографии счастливые, он такой, они там все богатые. Я прилетаю в Сингапур, они в тапочках под 10 центов, половина метро сидит, а экскурсоводы жалуются, что вода дорогая. Вся вода у них привозная. Ну, то есть у них нет своей пресной воды. И ты такой вот это все смотришь, компилируешь, слушаешь. Нет, это не однобокий у меня взгляд. У меня взгляд уже как раз вот прям big view. Не супер big, но вот большой. Нет, Серега, я не бегаю. Я просто ложь не люблю. Человек меня триггернул по поводу того, как без монетизации. Человек, у всех, у кого была монетизация, она стала в 6 раз больше. Она у всех была. Ты просто кошелек поменял. В Катаре такой же. Меня завалили проверками. Премьер-министр, да, я же говорю, арабские страны, вот эти вот, когда показывают, там, приезжай в небоскребы, еще что-то. Япония безумно комфортная страна внутри. Но опять же, это мне. То есть, когда ты обезличен, там, 20 лет кто служил, тебе понимают, ты там ничто, звать тебя никак, неважно в каком ты звании, ты просто ничто. Просто вот ничто. И в Японии ощущается расизм. Ну, не расизм, неправильно я говорю. Ощущается, как будто, ну, люди вокруг тебя смотрят на тебя снисходительно, мягко скажу так. Но мне все равно там было комфортно. А вот в арабских странах мне было вот так. Александр, я нигде же не живу, я путешествую. 20 лет сидел в одном месте, можно и попутешествовать. Капец, я реально думал, что отрубили монетизацию. Но, Артем, это логично. А самое главное, заметьте, никто не форсит эту тему. То есть никто не говорит о том, что, как бы идея вот всей темы была в том, чтобы обрубить монетизацию. В итоге ее увеличили тем, кому должны были обрубить в 7 раз. Я такой, меня это возмущает как блогера. Я не так не сказал, Шоруш. На английском, Валерия. Я не знаю. Нормальный уровень. Скажем так, с иностранцами я спокойно общаюсь. Разговорный. Ратик, у меня почти нет донатов. Там, не знаю, 1000 рублей. Об этом я расскажу в личной телеге. Почему нет рекламы? Есть. Просто она редкая. Но я вас успокою, она очень неприлично дорогая. Для тех, кто у меня заказывает ее. Винсент, да, и дешево. В Японии очень дешевые продукты. Как будто я в 2014 год в Россию вернулся. Вот. Безумно дешево все. Александр Буцких, да, но прикол в том, что они врут, что они зарабатывают меньше. Я же смотрю блогеров. Ну, то есть мне интересно, как все кухни работают, как работает продакшн, вплоть до того, как они свет ставят, понимаешь? Ожидание нового OnePlus убивает меня морально. Почему? Ростислав, ответь себе, девушке покупать надо то, что ей хочется, а не то, что ты ей хочешь купить. Спроси. Спроси. МСКС, ну, в общем, ты понял, КОК-3. Я, Артем, не очень хочу в Китай, у меня даже была виза, но я не поехал. Я сейчас объясню почему. Потому что все мои друзья из Китая предлагают мне смартфоны по ценам дороже, чем я покупаю на Алишке или на Лазаде здесь, или на Шопе. И у меня такое... Или если я там в Россию заказываю, потом мне привозят, и даже с доставкой это выходит дешевле. Я такой, а зачем лететь в Китай, если я покупаю то, что мне надо в Китае, дешевле? Вот примерно так. А когда ты открываешь карту воздуха, то есть, допустим, мне очень не нравится во Вьетнаме, поэтому там очень дешево.
Нет рекламы, как и другие блогеры рекламируют говно за бабки и станут их амбассадорами. Шохрух. Так я бы с удовольствием был бы чьим-то амбассадором, просто мне не предлагают. Почему? У меня есть реклама. Вот плохо вы меня смотрите, просто ее мало очень, но она есть. 261 люкс. Не будут они дешевле Александр Буцких выходить. Вот, допустим, сейчас у меня много актуалочки. 48 градусов, но, опять же, когда 250 люксов, это не особо все важно. Я сейчас, пусть он остынет, 43 с тыльной части, и вот эти вот части, они прям по ощущениям очень горячие, но он не ловит. Короче, ждем, пока остынет, и я сейчас вам покажу. Ярослав, вы стебетесь, я говорю, у меня есть реклама. Там просто везде пометка рекламы. Я оставлю пометка рекламы и в телеге скидок. Я пишу реклама, в общей телеге реклама, в личной телеге реклама. Просто она очень редкая. То есть она там раз в месяц. По-моему, раз. Иногда два. РУ ютуберов отрубили монетизацию, просто убирая рекламу в ютубе. Конечно, в 4 раза она повысилась. Еще раз, Ратик, давай вместе подумаем. YouTube не показывал рекламу не показывал на территории Российской Федерации несколько лет, с 22 года. Монетизация у русских блогеров должна была бы быть с просмотров в России. Если 140 миллионов человек смотрят без рекламы, какая у них монетизация за счет России? 0. Если ты включаешь, не включаешь, а если YouTube устал, и ты ему чем-то помогаешь, и ты начинаешь смотреть рекламу, из этих 140 миллионов, хотя бы 10 миллионов человек начинают ее смотреть, потому что помогает YouTube, чтобы он нормально грузился, логично, что от этих 10 миллионов человек появляется монетизация. Кошельки не заморозились. Кошельки ты можешь в любой стране открывать. Там несложно. Если не можешь, если у тебя нет мозга, и ты такой... Ты можешь 10% контрагентам платить, и все, они тебя подрубают под свою AdSense. От 10 до 20%. Про дедушку, а не про девушку. Если дедушки, то норм. Как получается делать одним кадром обзор, когда в отеле и на улице практически нет обзора? Леонид, я не в отеле живу, это кондо, это жилой дом. Здесь мало людей, потому что здесь невыгодно жить. Вот. Я даже не буду его в руки брать, Honor. Нет, Honor мне не напишет, но вы перестаньте. У меня техно уже перестала писать. Ждем, чуть-чуть отдохнет, и сейчас будем играть. Да, Z60 Ultra, он вне конкуренции, он сдох просто от обычного погружения в бассейн с IP68. Большего днища я не встречал, он еще и распух. Единственный смартфон, у которого антизащита от влаги, потому что у меня из него влаги, мне кажется, выливалось больше, чем в него попало. Поэтому Z70 Ultra я топить не буду. Я этот разводняк от ZTE уже понял. Они просто надеются, что ты его утопишь и не сделаешь обзор. Поэтому вот это вот чудо ZTE, берегите, не ведитесь на вот эти IP, берегите от воды. Секрет, Валенс. Дешевле в 5 раз, чем если бы аналогичное место снимал в России, в Москве, допустим. В 4,5 раза. Ctrl-C, Ctrl-V, смотрел. Все друзья платят, повторяюсь, по 24 тысячи рублей, бассейн, охрана и бесплатный зал спортивный, хороший, с беговыми дорожками, с видом, с кондиционерами. Вот. Выходит в 25 тысяч рублей. Ну и плюс 3 тысячи. Да, шохрух. Ратик, вы не можете оценить монетизацию у человека, потому что вы не знаете, сколько платных конкретно просмотров из тех просмотров, что вы видите. То есть цена за 1000 просмотров, это не значит, что все 1000 просмотров оплатили. Хороший ценник, если тебе за 1000 просмотров заплатили $3. Но у тебя может быть ролик на 100 тысяч просмотров, а из него только 1000
$300 всего, да, Саня? Но это не мое кондо в месяц. Ну и плюс, да, бассейн чистый, хамам. Ну, все в Аркадии, кто снимает. Виды. Много молодых соседок и соседов. Ну, народ ездит сюда, отдыхает. То есть всегда движ какой-то. Саймон Гуд точно не здесь. Все в отдельной личной телеге. Потому что здесь все-таки я и так слишком много не про технику говорю. Александр Курочка, спасибо, что зашел. Я не знаю, как работает амбассадор. Я все время как это сформулировать. Я шучу. Я не хочу быть амбассадором. Мне кажется, это очень плохо. Давай вместе подумаем, Артем. У меня сейчас 3 часа ночи, 3:20, я веду стрим. Потом мне надо будет делать подсъем. В 10 мне надо будет встать, чтобы начинать допиливать ролик. Куда я хожу? Хорошо, что я вообще хожу. Ну вот. В России можно за 30 штук снять хорошую однушку. Все супер. Ну, в прошлом году я посетил 9 стран. Я летал Сингапур, Малайзия, Сербия, Эмираты, 2 раза во Вьетнам, Филиппины, Япония, еще куда-то летал. Вот, в этом году я вообще никуда не хочу лететь. Что-то мне как-то... У меня нет режима, Ратик. Могу сегодня 2 часа поспать, завтра 10. Все очень плохо. Правильно, премьер. Если нет, но если интенсивная работа, ты можешь и головой думать во время работы, а не, допустим, не физический труд. Притом голова иногда намного больше устает. Так. 800 люксов. 800 люксов. Так, давайте-ка я вот так сделаю. Да, зал с красивыми видами. Но они будут норм, кстати, и в Аркадии. Так, 900 люксов. Ждем. Солнечный режим. Ну ладно. Это чисто радексом. А ТКА вы вообще расстроитесь. Мы его не будем пока включать. Но не это самое главное. Радекс радексом, шим шимом. Забыли, забили и заходим в прелесть. Где там фанаты ZTE? Антуту. Мы уже видели, да? Мозги и физика в 2 раза сложнее. Storage тест 172 тысячи. В принципе, неплохо, да? Переходим в тест мультитача. О, боже! Нет, он не все пальцы кладет. Он по-любому кладет не все пальцы. Нет, это не дно. Это точно не дно. Нет, это не ZTE. Остановите его. О, у него получилось 5 пальцев. У него получилось 5, значит получится и 7. Это слишком крутой экран для того, чтобы быть реальностью. Добро пожаловать в 2007 год. 5 пальцев. А насчет того, что 5 пальцев, кто играет? Я играю в 4. Ну, то есть, как бы. Это Николай Коробецкий. Привет, и вам тоже отличного стрима. У ZTE есть фанаты, у него их есть продавцы. У них есть продавцы. Да, это все не настоящие пальцы. Во всем есть свои минусы, Леонид. Во всем есть свои минусы. В1 в основном. Как понять один? Сформулируйте. Сформулируйте вопросы, я постараюсь ответить. Смотрите, я люблю играть в PUBG New State, да? И мы такие, ей! И... О! Очуметь! Он у меня не загружался, знаете сколько? Очень долго. Сразу видно, стрим пришел. Я знаю, почему он не загружается. Я сейчас вам покажу. Магия. Я думаю, почему он загружается? Вот почему он, вы думаете, загружается?
Вот, он у меня получилось. У меня получилось. Конфим. Ждем. Потому что если ты, короче, с интернетом сразу пытаешься загрузить, он не запускается. Короче, он не грузился, пока... Вот теперь я знаю лайфхак, как загружать подобное. Нет, я не знаю Indian Actor. Ага. Нет, он сказал, что не сегодня. Еще раз. Мы типа несколько заходов будем пытаться его скачать. Попробуем, попробуем. А вы за рубежом живете? Путешествую. Я путешествую. Ну, а после, ну, видишь, со второго захода он хотя бы загрузился. Начал грузиться. Потому что до этого он выдавал ошибку, а в телеге показывал. Ждем, пока оптимизируется. Но я вообще рад, что он загружать стал. Из Мурина еще никто не сбежал. Саймон Гуд. А я? Да, как-то говорится, из Мурина сбежал, Мурина не сбежала из меня, да? У меня есть много друзей, которые живут много где и постоянно живут в разных местах. Благо, 21 век, и ну, технически ты же не привязан ни к чему, если ты работаешь через интернет. Ну, вообще хорошо, что не вылетело. Ультраширик с оптической стабилизацией. А где лучший экран? WTF, я каждый стрим рассказываю. Хорошее у меня детство было. Относительно. Увидел много стран. Андрей Бобровский. Ну вот что есть. Ну, у меня получилось 7 завести, когда я сам мучил. Артем. Апоссум, ты все теперь рассекреченный школьником. Да, нон. Мне, кстати, кажется, админам больше всего пишут негатива, потому что я-то сразу блокирую. Админы пытаются разговаривать. Это так интересно, у меня написано в АКе писать только по делу. Вот, ну вот сейчас же общаемся. Да, у меня инженерное образование, Грей. И высшее. Два высших. Нет, не только инженерное получается. Все это вообще огниво. Главное, работать начал. Я очень рад этому. I know English, bro. Серджио, проблема в том, что мы стримим на территорию Российской Федерации, и даже когда я включаю музыку без авторских прав, какого-то лешего YouTube считает, что там каверы могут быть из оригинальных композиций, это просто дичь. Я понимаю, что это проблема, но я хочу, чтобы стрим остался, я не хочу его вырезать, и да, приходится вот так вот сидеть в тишине. Может, кто-то мне закинет что-то прям вот 100% без... Можно, даже, по-моему, на классику уже есть у кого-то авторские права. А, кстати, если я какое-нибудь кино буду слушать. Грей Геймер может быть... Нет, это кондиционер включен. Это он загудел. Нет. Кондишн включил, чтобы ему было прохладнее. Сейчас он догрузит все, это быстро будет, надеюсь.
хуже Red Magic, Nubia или их флагман? Какая разница? Это все ZTE. Почему пытаются ZTE притянуть под нормальную тему? Вы понимаете, что они даже пытаются вот это вот Nubia отдельно от ZTE сделать? Типа, это не ZTE, не ZTE, а это ZTE. ZTE. Какие у вас ассоциации с ZTE? За что ты... Не-не-не, Валенс, не работает так. Нет, я не жду ж GTA 5. Всем добра, год. Но мне кажется, это изврат. Если ты сможешь Vivo X200 Pro продать с плюсом, а чем он тебя не устраивает? То есть это понятно, это довольно странно звучит от меня, который там ругает все, но заметьте, Кок 3 это не я сказал. Я тебя Кок 3 буду называть. Вот, yours. Не знаю, Серж, насчет санкций, но я знаю, что ассоциативные ряды с этим брендом специфические. И назвать, что там ZTE, вау! Да. Для меня ZTE это бюджетник из 2016-2017 года. Да, да, да. Такой кое-как ловил, помните этот, с антенной? Ну, прикольный был. У нас народ показывал. Я помню, радио все еще покупали, помните? Было вообще круто. У нас у Курков, если ты купил радио, это прям вау. Будет Oppo X3 Ultra. X3 Ultra. Я знаю вот этот, X8 Pro. По-моему. Главное, чтобы я не нагрелся. А то будет просто печаль. X8 Pro. Какой ультра? А, будет ли 8 ультра, я не знаю. Николай, да, все же относительно. Но есть просто вещи, которые стоят своих денег. Ну, допустим, так же, как Redmi. И вот китайские обозревал, они оказались лучше, чем глобальные. А глобальные дороже. И ты такой... Да ладно. Да, Леонид, было бы хорошо, если бы все было не так хорошо. ZTE, вау. Да, вау, вау. Загрузилась игра. Ну, я теперь знаю лайфхак, как ее загрузить, видите? Надо запомнить, что ты сначала заходишь в игру без интернета, а потом уже начинаешь включать интернет. Не проблема то, что стали ухудшать качество смартфонов по камерам из-за того, что процессоры стали дороже, скорее всего. Проблема то, что качество камер стагнировать, скорее всего, будет. Ультрабук легкие. Хотя у них есть куда копать. И фронталки, опять же, скрытые, и ультраширики можно поприличнее ставить. Да, Леонид, я тоже так думаю. Но ZTE Z60 Ultra единственный, который просто набрал внутрь воды. То есть там не просто не было защиты от влаги, там не было никакой надежды его спасти. Нет, конечно, премьер-министр, чтобы потерять на нем больше половины стоимости. Какой здравомыслящий человек купит себе Mate 70? На 12-м андроиде они вообще долбанулись. Там же ничего не поменялось. И впаривать, да, народа, а реально кто-то ж купит, понимаете? То есть я сделаю обзор, человек недопоймет, что там через костыли все надо устанавливать. И я вообще не понимаю людей, которые делают на Huawei позитивные обзоры или вот такие из разряда там вообще все просто, или вы разберетесь, или вот в форумах почитаете. Ну, это днище.
Я говорю, а когда 70-ю линейку была, они всем, наверное, просто они очень хорошие были для всех блогеров. Там были типы, которых я реально уважал на YouTube до этого момента. А после хуавеевской линейки 70-й, за что я им безумно благодарен, что они ее выпустили, закидали всех рендерами, уговорили, я не знаю как, догадываемся, сделать нормальные обзоры, нормальные. И сколько людей из-за таких чуваков пострадало, очень много людей, кто потерял в моих глазах человечность, наверное, так. Потому что тот же дедушка какой-нибудь, который не шарит, он будет просто приходить, о, френдли чувак, просто объяснил, там все будет легко. Пришел, купил и потом плюется, а продать не может, все. Год Z60 Ultra. Жене купил... Владимир, вы будете заблокированы, если будете вспоминать платформы. Пока я просто удалил. У вашей жены просто нет выбора. Если бы вы купили iPhone, поверьте мне, радость в ее глазах была бы в раза 4 больше. Но вы об этом не узнаете. А дареному коню в зубы не смотрят. Если бы вы мне подарили, я бы был так же доволен и счастлив, как ваша супруга. 1 000 000%. Или она на свои деньги пошла купила? У меня и стационар, и ноут. То есть вот здесь MacBook, на нем я стримлю. Здесь стационар. Jetpack, да. ПЛО. Пабло, я не понял, что такое ПЛО. Перепишите. Пошла, купила себе подарок на свои деньги. ZTE. Грей Геймер, спасибо, что зашел. У нас самый грустный стрим, потому что, я говорю, я до этого не мог очень долго загрузить. Да, старый Рекс, так и есть. То есть за 50% как камерафон, как второй смартфон, почему нет, но не видеокамерафон. Не тянет у него процессор ничего. Это негодная картинка, это жалкое подобие левой руки, вспоминаем анекдот. Но по фото очень даже круто. Хотя на уровне, опять же, том же, что и 30 Pro. То есть прикол в том, что даже обработка, ну у них нет новых мощностей, у них нет там ИИ. И поэтому фотография точно такая же, когда я ходил с Huawei P40 Pro. Во. Когда был как раз... Купил Flip 6 и 16 Pro. По итогу 16 Pro лежит в кармане. Ну ты сравнил ZTE и Flip. Серьезно? Но поверь мне, она бы без 16 Pro в кармане чувствовала бы себя хуже. Спроси у нее, что она готова отдать. 6T имба. Получается глобальная, потому что русский язык есть. Сейчас мне расскажут, что китайская лучше. Была бы китайская, мне бы сказали, это глобальная лучше. Да, потихонечку пытаемся, мы еще даже не начали. Но я думаю, что я недолго. Я 20 минут здесь поиграю, может 30, потом 20 минут в Геншин и все. Если он уже не сплавился. Сейчас посмотрим. Шипс Диман кидаются, с чего нет-то. Я просто не открываю донаты. Это 99%, что их не будет. То есть прикол-то в том, что их мне не кидают. Но у меня гигабитный интернет. Это сарказм был? У меня нормальный интернет. Что не так с моим интернетом, признавайтесь? Settings, графика, 60, ультра, 90. Save, старт. О, обновилось лого на пользу стрима, наконец. Можете заценить. Аркадий нарисовал. Посмотрите кто-нибудь лого новое на пользу стрима, потому что такое же будет лого у телеги. Закрытой. Взрослый.
Завидую твоим скоростям интернетным. У меня их... Да, ты в цене не завидовал. Я плачу 3500 рублей за гигабитный и за 100 мегабитный, не помню сколько. Так, нет. Не, мне не пришел донат. Почему нельзя отправить? Можно? Это не моя фотка налога. Посмотри еще раз. Обнови страницу. Опа, у меня все зависло. Мне кажется, из залога все и зависло. Нет. А почему такая тема? Короче, у меня показывает другое уже лого. А у тебя показывает, видишь, еще то. Так странно. Это показывает, короче, профили. Это не то показывает. Подстава. Или то. Подожди. Короче, я уже очумел менять, но чего-то он не меняет мне логотип. Может, рано или поздно поменяет. Да, Серж Филиппов, в этом-то и магия. Так, а чего он не нашел? А почему я так обрадовался? У меня, наверное, просто в мыле он поменял, да? Нет, здесь он не поменял лого. Или поменял? Нет, не поменял. Вообще ничего не понимаю. Мы и так рады тебя видеть. В плане без донатов или без чего? Стрим-то идет? Не-не-не. Я уже раз 50 пытался поменять логотип, я не знаю, почему не работает. Вообще какая-то подстава. У меня, Алексей, выслуга предельная. У меня крайний север было 12 лет и приравненное к нему 3. У меня 32 льготных года. Артем, пока, потом. Джей Дрэгон, привет. Так, короче, я не понимаю, что с матчем. Матчинг это хорошо или нет? Правый угол плохо видно. Не-не-не, он ни при чем. О, я думаю, сейчас найдет. Доброй ночи, Михаил Ермаков. Алексей, пожалуйста. ЗТЕ не хочет запускать игру. Ну вот так. Сейчас запустят, никуда не денется. Пойду я пока возьму. У меня вот все нашел. Не Китай, не знаю зачем. Азиаты спать легли, все пустые сервера. Да не, все есть. Так. Ну пока все окей. Я даже не назову стач мертвым. Все. Так, сначала герцовка 120. Видите, мониторинг производительности есть. Где он, кстати? Ну вот. По центру. И
обычный режим, подъем. Подъем, баланс за пределами. Ну все. Ждем. Так. 74%. Включаем секундомер. Пять секунд. Погнали, 74%. Обжиг курб. Да, 5 секунд. Летим. Спят усатые Артема. Спокойной ночи. Да, не тот смарт, во-первых. Во-вторых, все сохраню. Кстати, да, в той телеге я планирую скидывать обзоры в сжатом состоянии, чтобы можно было в ТГ смотреть, кому надо будет. Если кому-то надо будет и лень будет смотреть так. Ну, посмотрим по запросу. Планов много. Как будет реализация, увидим. Стоп following. Слава, рад, что вам зашел на ЗТЯ. Если его ни с чем не сравнивать, отличный смарт. Наверное, так. Пользуюсь IQ12. Айкушечка тема. Игровые имбы, да? Как у кого день прошел? У кого сколько сейчас, кстати, время? Для интереса. О. Любую броню. Так вот неудобно. 5 секунд. Час 48, 23. Смотрите, сколько народу разного, да? У меня, если что, 4 часа ночи. В городе на Неве 23:50. Всем спать усталые игрушки, да? Что угодно, но не броня. О, хоть какая-то. Мне, кстати, громкости не хватает. Прям не хватает. Пермь. Двадцать 23:49. О. Но пока 4 отклик, 4 пальца не мешают. Разумеется, и не радуют, но не мешают. Наверное, вот так комфортнее будет. Тоже из Перми.
Не знаю, что за тема тоже. Мне кажется, что я нечаянно подключил, когда стрим с телефона. Мне стал тормозить ОБС. И поэтому волшебно он не работает, к сожалению. Точно не в аутсайдерах. За 55 штук. Серьезно, 55 штук это Vivo X200, который просто сожрет в нули по программному обеспечению, по материалам, по всему это устройство. Это вот, окей, вы не любите там глобалки, OnePlus 13, который в принципе не хуже, но вы же не хотите этого слышать. Вы хотите услышать какой-нибудь третий эшелон. Вообще это неразумно делать стрим, да, и не хвалить устройство. Извините, пожалуйста, продавцы Nubia. Nubia это просто это ультиматум. За 55 штук ничего даже рядом не валялось. Вот ничего. Просто рынок пуст. Пуст. Ты кричишь, у меня 55 тысяч. И ни одного рядом устройства. Ни одного. Все такое хлам, шлак. Поставьте лайк, продавцы, пожалуйста. Что с приблудой для гейминга? Она все здесь лежит. От Айку. Она, по-моему, только с Айку работает, нет? А потом мне будут говорить, что Bluetooth сильно много убивает. Я говорю, у меня, видите, это, как там, не буду я говорить ничего, потому что осуждаю сам себя. Короче, с вниманием проблема, конкретно у меня проблема со временем. У меня нет времени. Так, тихо. Опа. А ZTE за 55 штук глобалка, что ли, без таможни? Как вы мне дороги-то, а? Или это типа ты на одном сайте смотришь там, где дороже Nubia, а на другом сайте смотришь Vivo. Разумно. Очень. Короче, вы к чему это? Просто тупо третий эшелон на 10 штук дешевле, чем флагман китайского рынка. Ну, как бы флагман с точки зрения не смартфона, а именно с точки зрения бренда. Аргумент в пользу ZTE то, что он дешевле. Но это сильный аргумент. Можно сказать, что в принципе это самое важное, все остальное не важно. Тихо. Откуда инфа, что это госдотация? Я не в курсе, что это госдотация, но окей. Ну, вообще, это очень хорошо, что если есть госдотация, для того, чтобы люди покупали дешевле электронику. Вне зависимости где. Но мы не будем это проговаривать. Вот, Зорн, ты 100% знаешь, что упоминание площадки под запретом, ты это говоришь и улетаешь в бан. Вот так улетают постоянные зрители. Потому что не уважают правила. Несмотря на то, что очень долго здесь находится. Очень жаль. Я без сарказма это говорю. Так. Насчет жаль. Ох ты, ёшки, 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 ёшки. Ох, как шикарно. Повезло. Сейчас тебе 35-миллиметровый без стабилизатора смартфон посоветуют за 55 кусков. Самый ужасный цветопередатчик, какую только можно найти. И... Ладно, не будем. Подожди. Подожди, сейчас тебя обрадуют.
Так, и... Так где же зона заканчивается-то, а? О, дроп. Нормальные люди. Надо ехать в зону, Саня. О, дроп. Мне кажется, мы не доедем до него. Ну ладно. Так. Тач слегка начинает чудить. Но только слегка. Но мы играем уже 10 минут. Надо через 15 проверить яркость. Хватит бенза? Хватит. Матрица. Все. Нет, Денискин, это хорошее количество зрителей, потому что я не упоминал об этом стриме вообще. И спасибо большое всем, кто пришел. Нет, это второй эшелон. Почему? А за что его хвалить? Вопрос-то в этом. То есть у него отклик 4 пальца. Сенсор пока, кстати, не тупит. Нулевая защита от влаги, я делаю вывод, это по Nubia Z60 Ultra, Z70 Ultra, это пить не буду. Z60 Ultra у меня утонул за милую душу. Ужасная цветопередача. Ну, то есть я до него уже снимал, но вы увидите все это дело завтра. Ужасный стаб. Притом не только по фото, не только по видео, но и по фото. Посмотрите, сколько смазанных фотографий. То есть не самоцель делать у меня плохие фотографии. Нет, не только у тебя, я думаю, стрим подлагивает. Хотя, в принципе, он вроде идет нормально. Так. О, по 76 FPS уже. Здесь, наверное, также, если не трогать, то FPS падает, нет? Нет. Просто было падение легкое. Опа. Опа. Стрим без лагов. Значит, да. Значит, это не у меня. Но я не вижу лагов тоже, если честно. Мариен, привет. Патриот, привет. Так, кстати, мне надо заказать 2 кита. Все норм. Ладно, не все норм, потому что по ощущениям яркость, конечно, на уровень дно упала, но
Я вот специально даю время, не специально, ладно, даю время 460 люксов. Худших результатов мы не видели, в принципе. Через 15 минут, она, по-моему, была уже через 10 такой. Можете мне напомнить? Может, вы видели хуже? Я не помню такого. Ага, то есть типа этот не улучшить, да? Ну ладно. Я не поведусь на эту тему, потому что салазки под стрим, вот под сим есть. В прошлый раз меня не спасли, Z60 Ultra, как ты помнишь, я воду просто выливал из него. Стрим без лагов, спасибо. Так, а как мне указать на него? Point. Enemy location confirmed. Here. Enemy location confirmed. That's insane. Почему не включаешь режим прожарки кур сейчас? 460 люксов, куда уже еще больше прожарку? О! Чувак летал. Аж 2 самолета. Прикольно. О! Там транспорт будет. По-моему. Но не факт. Нет, Кларк. 460 не так. Лучше. Если есть, то почему нет? Ты про что? О, вижу типа. Check my mark. Ух ты, ёшки, он, по-моему, стреляет по мне. Ой, я 2 раза попал. Он попал по мне 1 раз. Так. Про режим. Он и так в про режиме. Видите? О, ничего себе, у меня даже шлема не осталось.
Хорошо, он меня взбодрил. Хоть какой-то шлемак надо. Ух ты, ёшки. Ёшки, как хорошо ты стрелял. Ну, двойка. На тебя вся надежда. Ладно. Да, тяжелее этот в плане графики, чем обычный PUBG. Новогодние мандариновые лимитки. Денис, ну это... Вы же понимаете, что это разводняк. Ты покупаешь ZTE между вторым и третьим эшелоном за космос деньги из-за цвета. Вот примерно вот то же самое, если ты будешь без чехла носить, будет с ним. То есть моментально царапина появляется. Моментально. Ее не оттереть, вообще непонятно от чего. Вот так. Ха-ха-ха. Так получается минус 5000 рублей сразу. Из-за царапки. Хуже я играл на Лика. Ну вот так. Еще 10 минут. Он быстро найдет. Нет, Александр, больше я не поведусь на ЗТЕ, на утопление. Спасибо. Этот разводняк уже я проходил. Или в Гену поиграть. Хватит пабга. Короче, это бесперспективняк. Если что, давайте умножать на 3. Было 74, правильно стало 66. 24% час в обычном пабге. В PUBG New State. И этого нам хватает для информации. Даем ему... Не даем отдохнуть или даем? Даем отдохнуть. Владимир, если 450 люксов он в этом режиме показывает, зачем мне максимальный режим обжига кур? Хорошо, я его сейчас включу. Намного, Алексей. Ждем. Ну ладно, он остыл. Довольно неплохо. Сейчас покажу. Вон тут. 41-38. Только почему-то яркость он не вернул. Кстати. То есть остыть он остыл, а яркость не вернул. Хорошо. Давайте попробуем по-другому. В настройках ищем яркость. Потом обнулить и увеличить. Обычно иногда так в третьем эшелоне получается.
Видите, это максимальная яркость. Дневной. И выкручиваем. Не получилось. Систему мы не обманули. В общем, несмотря на то, что он холодный, нам надо будет ждать. Потому что это третий эшелон, второй. Будем называть его вторым, чтобы он... Кулак Алексей. Молятся все по-разному. Кто-то руки не скрещивает. В религии очень много. Я не знаю, какая правильная. Я вообще не разбираюсь в религиях. И вот. В политике и религии здесь на канале никто не понимает ничего. Хабаровск проснулся с своим эфиром. Рус, хорошо. У меня тоже как бы 4:20. Денис, это глобалка. Сейчас вам коробку покажу. Мне кажется, я правильно понимаю, что это глобал. Почему здесь все равно зеркальная? Вот так. Да, остыл быстрее бы утопить было, да, чем он остыл бы. Я не знаю, что с ним делать. Сейчас он вернет яркость. Все, вернул. Да, вернул. Включаем Геншин. Геншин Импакт. В режиме кур. Шипс Диман. Все норм. Живем один раз. И обычно не очень долго. Мне еще везет. Так, где здесь режим кур в самом низу? Вот этот? Режим обжига кур. Хорошо. Производительность включена. Пока все очень плохо. Кроме айфона, только айфон по продолжительности жизни. Владимир, ну я аж включил. Как мучительно-то, а? Я его загружал, кстати. Я не знаю, почему компиляция шейдеров опять. Такая вот жизнь. Марина, добрый вечер. Доброе утро у меня. У вас добрый вечер. Денис, я говорю, мастерски продают ZTE люди используют два способа, так же как Vivo. Вы покупаете китайскую версию, это шлак, там с бендами, агрегацией, проблемы с там, переводом, там нет русского языка, русского-то тоже нет, да, в китайской версии. Продающие глобалку, у тебя глобалка, это же вообще шлак. Обнов вообще не будет, потому что ZTE вообще плевать на обновление глобалок. Они вот только китайцев нормальных делают. Ты понимаешь, что это окей, что это очень странно. Максим, да, вариант. Раскочегарить и топить. Полстар потянет-то потянет, но радости будет мало от него.
Там что у нас, Хелио? Лучше спроси, с чем народ катает. Сейчас. По-моему, с Куалкомом надо что-то брать. Даже не МТК. Да, Ships Demand. И 35 миллиметров очень классная тема именно для людей, увлекающихся фотографией, вот этим вот размытием. Есть эффект, что ты такой вау. Ну так же, как вот сейчас ты видишь фиксу на 50 миллиметров, но интереснее выглядит. А когда у тебя 26-миллиметровые, ну технически это все равно все ультра ширики. Понятно, это ширик. А тут 35 миллиметров, это почти прям... Ну вот, стек на инфиниками. С обходной зарядкой, правильно, Кларк? Но они от того, что не от того, что шарят, мне кажется, катают на них. Потому что так дешевле они думают. Как это я могу знать, чтобы вы выбрали из двух смартфонов, которые я не тестировал? Ну вы серьезно? У меня обзоров не было ни на тот, ни на другой. То есть, ладно, я там обычно говорю, донат, выбираем что. Он пока грузил, он уже, по-моему, устал. Уже, он пока загружался, уже 490 люкс. Шах и мат. Шах и мат, Илон Маск. Он только загрузил игру и все. Точнее, не загрузил, а просто прогрузил. 61% запоминаем, это вообще жесть. Уже жесть. А это типа у меня, наверное, чувак хотел просто, чтобы у меня смарт сгорел, потому что он уже 40 градусов. Как так может быть вообще? 44, 45. Вы прикиньте, мы еще не начали играть в Гену, он уже 45 градусов. Ха-ха-ха. Вообще норм. Жгем. Так, секундомер запомнили. 61%. И... Ё, я вообще не могу его... Я вообще не могу его держать. Спасибо за совет. Режим обжига активирован. Даже 60 FPS нет еще. Вот сейчас вообще норм будет. Еще будет огниво. Ё, я реально не могу его... И тач уже отваливается. Не, ну не смешно, слышите? Я вот так буду его держать. Вот здесь невозможно уже держать. Хорошо, потом будут писать неженка. Ладно, плевать. Зато если будет у меня ожог, то я буду вспоминать. Смартфону данная радость. Идите вы в топку, слышите? Кто там прикалывался, скажи честно. Обжиг пальцев. Нет, просто рамка трындец какая горячая. Так, ладно, надо же было... А, это типа меня, я курица, что ли? Вы не очумели там? В атаке. Вы видите, как люди по-разному смотрят на мои обзоры. 99 информации, мои выводы какие-то, еще что-то. Людям все равно. Пожалуйста, что... Нет, это вообще пипец. Как в это можно играть? 49 градусов. Экран 49 градусов. Ну хорошо.
Нет, просто у них, у других есть другие минусы, и поэтому я не собираюсь чисто по автономности. Вы можете посмотреть просто топы, они все норм уже по PC-марку. Но жесть. Я, короче, одной кнопкой буду играть. Я вот эту часть не могу вообще прикасаться к ней. И нет, я не нежный. Retribution! О! О! Attention. Мы отыграли 3 минуты. Короче, идите вы в топку, все друзья. Все, кто хотели кур, 3 минуты он смог. 51, это не 51 градус, миллиард процентов. Это гон. Потому что только вот здесь он сам себе не враг, видите? То есть, когда у тебя 50 градусов температура, это вот здесь вот он вообще не может греться. Это, видите, дополнительная подставка. (44,3). Короче, 49 градусов через 3 минуты. Итого это смартфон мечты просто для перекупов. Его будут очень часто покупать люди, которые будут пытаться в него играть. Спасибо за обжиг кур. Пахнет жженым пластиком. Я думаю, вы все увидели, нет? Или еще что-то надо? Еще чего-то надо для особого топа. Топ на все деньги, я считаю. Короче, если вы... Зато быстро закончили. Все, я хотя бы пойду спать в 5:30, а не в 6:30. Денис, если вы будете кого-то вспоминать, то вы будете уходить в бан, тем более людей, которые, не будем говорить, что делают. Просто есть блогеры, которые подменяют картинку, то есть вы смотрите сравнение, они красят картинку, они об этом говорят, и все равно народ смотрит сравнение. И вы их вспоминаете. Вы делаете рекламу людям, которые Red Magic советовали. Вот. Валенс, 200 мегапикселей модули на Redmi. К слову. К слову. И еще много на ком есть 200 мегапикселей. Так что все, кто выбирают Nubi, запомните, они не зря скрывают, что это ZTE. Тач на 5 пальцев. 3 минуты в Genshin. То, что вы видели в... Ну, говорю, это один из тех случаев, когда я делаю обзор. Мне нравятся его фотографии, пусть удачных там 1 из 10. Мне нравится ощущение, когда ты делаешь на него фотографии. Мне не нравится звук. Мне не нравится, ну, фронталка вообще 0, но она многим и не нужна. Ультраширик 0, видео 0, все 0. Игровые возможности 0. Маржа для перекупов 100, так же как Red Magic. Мне кажется, им доплачивают не просто вот там типа 0, а еще платят, чтобы вы купили. PUBG еще терпимо было, в PUBG New State норм. Ну, горячо, но не так дико. Но я не включал тот режим. Какой Владимир пропал? Слово «нуб» пошло от владельцев Нубия, да? Или от продавцов. Нет, от тех, кто покупает у этих продавцов. Ладно, не, если серьезно, любые вот эти мои тупые сарказмы, почему тупые? Потому что все это игрушки, если вам нравится эта игрушка, и вы знаете причины, по которой вы ее покупаете, я вас тоже понимаю. То есть, ну, это из разряда того, почему я сейчас стримлю на Sony Z10 VE с фиксированным 50 миллиметрами. Оно надо кому-то? Нет.
То есть можно было бы на GoPro какую-нибудь там 9-ю, или какая у меня 9-я, 9-ю стримить, и всем бы было норм. Но мне хочется вот так. Или кто-то гоняет правильно там на Porsche вместо Nivea. Ну там, ладно, безопасности и все остальное. Какие ассоциативные еще ряды можно включить? Кто-то покупает Redmi вместо Poco, потому что нравится ему больше Redmi. А логики в этом очень мало, если честно. Покупать Redmi. Но я говорю, молодое поколение, вот парнишка работает в СДЭКе. Не на правах рекламы. Я просто частично кое-что через него посылаю. И он не знал, что Poco это Redmi и Xiaomi. Вот так. Подожди, пожалуйста, они его допилят, будет точно 6 касаний. Хорошо. Нет, Йорс, я думаю, что не будет норм. Ему будет все равно на твои минус 40. Так же, как когда я жил в Наринмаре, было все равно смартфоном на 46. Просто аккумулятор быстрее помирал, и все. Так им надо как-то продавать. Как-то надо им чего-то продавать. Ты попробуй впарить что-то за 500 с лишним баксов. Впарить у второго, третьего эшелона. Ну, то есть, это же не Vivo какой-нибудь. Я вот могу долго ругать Vivo, Oppo, OnePlus, еще кто-то. Но это же ПО. То есть, там ты просто видишь, как туда вложены деньги. Здесь ты даже сначала с самой коробки, я не знаю, как вам объяснить, вот, как я возвращаюсь в детство, я же дитя я 83-го рождения, я вот помню эти 90-е годы, рынки, когда все это китайское, пластмассовые, эти убогие наклейки, вот ты ощущаешь прям все дешево, кабельное хозяйство, дешевое, пластик зарядки, убогий, и ты такой... И дешман какой-то Redmi Note 14 за $120. У тебя и картон, и пластик, и вони нет. И ты такой, как так? Ведь Xiaomi заелись, и у Realme такая же тема. Там C75 5 какой-нибудь открываешь, а тут а-ля флагман. Все начинается с деталей. Вот. Дьявол кроется в деталях. Нет, Силук, я не буду на глобалку делать. Oppo X8 у меня есть. Будет ли глобалка или нет, я понятия не имею. И не хочу знать. Скорее всего будет, потому что в Азии Oppo очень любят. Все, спокойной ночи. Огромное спасибо, что пришли. Шипс Диман, Йорс, Александр, Силук, Шкин, Алексей, Владимир, Джей, Леонид, еще один Владимир. То, что у вас что-то работает, это не показатель того, что смартфон хороший. Вообще в мире много чего работает, и это не показатель того, что это что-то хорошее. Вот и все. Если у меня Poco F3 еще 10 лет отработает в моем режиме использования, а он отработает, я буду также говорить, Poco F3 вообще 15 лет живой и работает. Вопрос каким образом вы юзаете какое устройство, и все. И выполняет ли он свои функции, отрабатывает ли он свою стоимость в сравнении с конкурентами. Радоваться, что у вас работает телефон, это такое себе, поверьте. Юра, Савин, Жека, Шипс, Диман, Света, Денчик, Спин, Премьер, Матвей, Алексей, Иришкин опоссум досидела. Мариен и Серс. Все, огромное спасибо, что пришли. Марина. У нас как раз 3% вот этого женщин есть, как и должно быть на канале. 3%. Как назвать телегу? Я сейчас скажу, в общем, братство стали. Или братство железа. Вообще братство железа. И мне кажется норм. Польза братства железа. Пока такая идея. Александр, Блэк, Слава. Все, всем добра.
Элит. Какой там еще проц? У ZTE только элитный. Хотя, опять же, все хотят обидеть второй эшелон. Молодцы, что живые, молодцы, что что-то делают. И спасибо всем, кто является их фанатами и покупает их. Иначе бы нам бы нечего было обозревать. И первый эшелон может существовать только при наличии второго и третьего. Все, всем добра.